Здравствуйте. Небольшое новогоднее видео поздравление, видео обращение. Такое обращение вы будете смотреть сегодня и от президента Зеленского, и, несомненно, чисто из интереса и Путина. Для начала, что хочу вам сказать. Перед тем, как смотреть новогоднее обращение Зеленского в этом году, я рекомендую посмотреть его прошлогоднее видео обращение новогоднее. Так вы сможете сопоставить все, что происходило тогда, и все то, что произошло за год, где вас обманули, где вам сказали правду. По большому счету, когда вы это сделаете, так как это сделал я, вы поймете, что вам соврали везде, вас обманули везде. Если подводить итоги текущего года, я думаю, у подавляющего большинства украинцев этот год был, возможно, самым худшим в жизни. Но был ли он таким для тех, кто сейчас находится в очень высоких кабинетах и ходит возле этих кабинетов? Те люди, которые даже сейчас умудряются зарабатывать десятки и сотни миллионов долларов на крови, пока наши ребята в окопах и погибают многие, пока разрушается имущество людей. Такого ли новогоднего поздравления достойны украинцы? Я считаю, нет. Наше государство существует достаточно много лет, и технологии сегодняшнего дня позволяют очень быстро распространять информацию и анализировать ее. Это то, для чего я создал свой канал. Мой канал был создан в апреле 2022 года. На сегодняшний день больше 42 тысяч подписчиков. Я благодарен каждому из вас. Мы сделали настоящий прорыв, потому что свой канал я начал во время войны, находясь в городе Киеве. Говорил там те вещи, которые были в голове у миллионов, но многие не рискнули, многие не хотели, многие просто стеснялись высказаться публично. Я без ложной скромности скажу вам, что я такой один, за что я поплатился, оказавшись в политической эмиграции. Поэтому я прежде всего хочу пожелать всем ума, мудрости и долгой памяти, потому что какая-то короткая память, которая поразила большинство украинцев, которые через 3 дня забывают все те гадости, которые вам сделали чиновники. Я призываю вас быть злопамятными. Нестандартное обращение в Новый год, да, нестандартное, как и весь мой канал, как и вся моя деятельность, как и я сам. Хотите чего-нибудь стандартного? Включите любого чиновника. Знаете, что они вам расскажут? Нам тяжело, но мы справимся. Вообще, включите любое новогоднее обращение, начиная с 91-го года. Це був тяжкий рік, а ось в наступному році ми зробимо. Зробили. Под ракетами гибнут люди, часть страны оттяпана. Вот что они вам сделали. Если в 2023 году подавляющее большинство людей не сделает выводы, потому что я в меньшинстве, Украины просто-напросто может не стать. Может быть такое, что вы не увидите новогоднего обращения в следующем году. Потому что независимость нашего государства реально находится под угрозой. Вам будут рассказывать Арестовичи и прочие какие угодно сказки, чтобы врать вам, чтобы вас успокоить. Но вы все взрослые люди. Нужно перестать ждать Мессию, нужно перестать перекладывать ответственность на кого-то другого. Пришло время взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Именно поэтому я считаю, что в следующем году мы должны создать фонд сопротивления против чиновников, против всех тех, кто привел сюда эту войну, для того, чтобы Украина наконец-то стала страной, государством для людей, а не для чиновников. Возьмите, пожалуйста, этот тезис как ключевой. Украина страна для людей, а не для чиновников. Государство для людей, а не люди для государства. Проанализируйте все те годы, которые вы прожили в Украине. Я прожил в Украине 34 года. И что я вам могу сказать? Все хорошее, что произошло в моей жизни, было не благодаря, а вопреки. Я уверен, 99% из тех, кто меня слушает, могут сказать то же самое, если вы честно ответите на этот вопрос перед самим собой. Уберите, пожалуйста, излишнюю лирику, романтику. Ничего нет романтичного в войне. Это смерть, прежде всего. Кровь и смерть, и разрушение. Вот что несет любая война. Не занимайтесь шапкозакидательством, потому что информационно вас всегда обманывают, обманывали и будут обманывать и в 2023 году. Слава Богу, что есть великие люди, которые создали те технологии, которыми мы и сейчас в данный момент с вами пользуемся. И поверьте мне, это наш последний и единственный выход. Если в 2023 году не произойдет никаких кардинальных изменений в сознании у людей, это то, для чего я создал свой канал, и для чего я веду его и трачу огромное количество, записывая видео по ночам, своего времени на это. Чтобы произвести сдвиг сознаний.
Я далек от мысли, что нужно образовывать людей. Я состарюсь и умру, пока я сумею образовать 40 миллионов человек. Нет, не для этого. Я просто говорю вам как есть. Приятно, неприятно, чаще всего неприятно. Но зато это правда. Хотите слушать про шашлыки, про Пасху, про что-нибудь еще? Это вранье, из-за которого погибли люди. Переключайтесь на другой канал, там этого выше крыши. В той ситуации, в которой оказалась наша страна, мы должны объявить информационную войну чиновникам. Я не хочу говорить слово «государство», потому что слово «государство» очень многие до сих пор путают со словом «страна». У меня нет никакой претензии, я люблю Украину как страну, но я ненавижу Украину как государство. Потому что это монстр, который создан для того, чтобы уничтожать человека. Но чиновник в нашей стране, конечно же, не человек, это сверхчеловек. Он над нами всеми. Те люди, которые выехали из Украины, 90% из них должны вернуться, я считаю, после войны. И жить так, как они все увидели в Европе. В Америке, в Канаде, в Австралии, в Британии, где угодно. Сейчас украинцы разбрелись по всему миру, как когда-то евреи. И вернуться должны точно так же, как евреи когда-то в 1948 году в Израиль, в Украину. Будет ли это в 2023 году? Нет. Я вам хочу сказать больше. Следующий год будет гораздо более сложным, тяжелым в общем и лично для каждого, чем 2022. Как бы тяжело сейчас это не было воспринимать и сложно вообще в мозге сейчас эту информацию как-то обработать, но это правда. Кто-то вам рассказывает, что летом закончится война, что мы вернем Крым-Донбасс в мае, в июне. Вранье. И на этот счет я в ближайшие дни, не хочу вам портить настроение там, во время праздника, но я покажу вам это все в первые дни после Нового года. 2 числа я жду вас на стриме, мы сделаем стрим, мы посвятим этот стрим насущным вопросам, очень много новостей, потому что у войны нет праздников и выходных. Фонд – это то, что я сейчас проталкиваю, какую идею, и то, над чем я работаю. Я готов и открыт объяснить вам все. На стриме я жду вас по любым вопросам вообще и в частности по фонду. А вот теперь, кого я хочу поздравить в положительном ключе, так это Ермака, Кирилла Тимошенко, Зеленского и всех-всех-всех, кто находится там на верхушке, Пышного. У вас был прекрасный год. Зеленский стал мировой звездой. Все остальные заработали огромные деньги. Ермак, по сути, руководит Украиной вместе с Татаровым. Уже, я говорю, скоро ЖЭКа не останется, где Ермак своего начальника ЖЭКа не поставит. Вот во что превратили нашу страну чиновники. Каждый следующий президент, такое впечатление, был хуже предыдущего, хотя должно быть наоборот. Продолжите цепочку, поднимите историю Украины, начиная с 1991 года. Посмотрите, во что превратили нашу страну. Потенциал которой был быть одной из богатейших стран Европы. Но, несмотря на такую, казалось бы, порцию негатива, я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Хотя, снимая это видео, я не уверен, что Путин сделает так, чтобы украинцы смогли отдохнуть. Это мерзкое создание, я уверен, будет делать все, чтобы испортить праздник. Но нужна небольшая разрядка. Перезарядите батарейки, насколько это возможно. А потом опять в бой. Информационную войну против чиновников. А дальше, если будет фонд, мы включимся по-настоящему. Будем политической боевой единицей, которая над партиями. Потому что, повторяю, я не буду агитировать людей садиться играть за стол с шулерами. Нет, мы над этим, мы вне этой игры. И мы этих негодяев уничтожим совершенно другими методами. Без революции, без ничего такого. Благодаря технологиям. Также с наступающим вас Новым годом. Набирайтесь сил. Жду вас на стриме. Слава Украине!